Сегодня наш путь лежит на юг острова Лансароте. Пора познакомиться с местами паломничества туристов со всего света на этот остров, за загаром, плаванием и прочими летними наслаждениями. Плайя-Бланка в недалеком прошлом тихая рыбацкая деревушка, но в последние годы она превратилась в третий по величине туристический центр острова Лансароте. Этот курорт вытянулся вдоль океана на несколько километров. Он расположен в 40 километрах от столицы острова Аресифи, у подножья вулкана Монтанья-Роха. Сейчас Плайя-Бланка – самый новый и перспективный курорт острова, который продолжает активно развиваться и по настоящий день. Мы находимся с вами на самой южной точке острова Лансароте. Посмотрите, какая красота, какая мощь и сила. Волны Атлантического океана. Действительно, попытка застроить все это курортными поселочками оказалась успешной частично. Кризис сыграл свою зловещую роль, то есть стоят стены и все. Но испанцев, Лансарот понять можно, стремление развивать туризм, конечно, это здорово. Да, туризм, да, это быстрые деньги, обеспечение занятости в эпоху кризиса, это точно. Но вот сейчас кризис, да, кризис у всех. Народ стал ездить меньше и тратить меньше денег. Вот мы видим замершую стройку. Денег взять неоткуда. А вот эти виноградные лозы, каждая из которых дает 20 килограмм, пускай даже 10, они как были сотни лет назад, ровно так же, они и сейчас. Растут, приносят виноград, из него делается вино, и это вино прекрасно продается. То есть кризиса перепроизводства вина нет, потому что мы его по-прежнему не видим не только в России, не видим в Европе, не видим в Испании. То есть оно там есть, говорят, но вот нам ни разу не удалось. И, скажем так, здесь цены, мягко говоря, на него не падают. Вот, поэтому тут и задумаешься над тем, что развивать? Чем в жизни заниматься? Все-таки заниматься нужно тем, что работает объективно и независимо от ничего. Плайя-Бланка есть два порта. Из первого можно совершить однодневный вояж на соседний остров Фуэртевентура, а второй порт, Марина Рубикон, украшение не только местное, но и всего острова. Сейчас мы здесь находимся. Посмотрите, дорогие яхты, магазины, хорошие рестораны и даже картинная галерея. Все это построено в традиционном для Лансароте облике. Марина Рубикон стала своеобразным культурным центром курорта. Название курорта Плайя-Бланка переводится с испанского как «белый пляж». 3 главных пляжа в городской черте радуют туристов светлым песком и спокойными волнами, в то время как значительную часть 6-километровой береговой линии курорта занимают скалы. Но самое интересное – это дикие пляжи, расположенные на восточной оконечности Плайя-Бланка – Плайяс-де-Папагайя. Пляж Папагайя, вон там Плайя-Бланка. То есть это все те же туристические места. Ну, это считается заповедная зона? Ну, заповедная зона, да, на самом деле. Поэтому стоят муниципальные служащие за въезд сюда берут 3 евро с машинки. За это мы имеем оборудованные стоянки и чисто и хорошо, да.
Плайес де Папагайя, без сомнения, украшение острова. Бухты с изумрудной водой, светлый песок, живописное окружение. Многие местные жители предпочитают приезжать именно сюда. Плайес Папагайо могут претендовать на звание самого красивого пляжа на Канарских островах. Мы отправляемся бродить по пустынному мысу. С его различных сторон открываются изумительные виды на океан, дома, цепочкой застывшие на берегу, на яхты. Просто великолепно. Это очень романтическое место. Самое интересное, что это почувствовали и влюбленные. Посмотрите, вся поверхность этого мыса выложена сердечками, кольцами и другими символами любви из камешков. Вот что говорит Андрей. Все очень просто. Если вы на самом деле без всяких подозрительных обрядов типа венчания хотите, чтобы о вашем браке узнало небо и осветило его, не вешайте дурацких замочков на ограды набережных и мостов. Все равно их кому-то придется убирать. Приезжайте сюда. Вот здесь, в Усу, нет ничего. Есть небо, есть океан, есть камни, из которых можно выложить сердечко и свои инициалы. Или полностью имена. Надеюсь, кто-то сверху оттуда это увидит. Это, ей-богу, надежнее, чем все остальное. Нам пора возвращаться. Мы стоим на мысе самой южной точки острова Лансароте. И вспоминается, как 3 года назад мы стояли на мысе Финистерра на западе Испании, куда добрались, путешествуя по пути Сантьяго. И на этом месте, конечной точки визита всех паломников, мы увидели памятник башмаку странника, прошедшему этот длинный и нелегкий путь. Проходят года и столетия, но все так же ветер странствий зовет в дорогу путешественника. И я не ошибусь, если скажу, что ботинки – это самая важная вещь в пути. Поэтому мы хотим сделать рекламу одного проверенного опытом товара для всех фотографов и путешественников. Этот ботинок фирмы «Соломон», который спасает нас во всех путешествиях и приключениях. Фотографы, обратите внимание на ботинки фирмы «Соломон». Путешествуйте, забирайтесь в самые далекие и красивые уголки нашей планеты. Чем больше вы увидите, тем быстрее поймете, как мало мы знаем. И если наш фильм позовет вас в дорогу, мы будем счастливы.